Друзья, всем привет из Албании, а именно с города Влёра. Но это видео будет не про город Влёра, хотя такое видео тоже у меня имеется и будут еще видео. Но сегодня будет видео про Одессу, а именно Одессу двухлетней давности, в которой я побывал, которую я полюбил, и просто хотел вам показать и запечатлеть момент, просто как это все выглядит и как мне лично это все понравилось. Так что поехали, погнали, посмотрим, как оно, и заценим Одессу. Погнали! Видео нужно с чего-то начинать, поэтому давайте начнем его с вокзала. Вокзал в Одессе, ну вот такой вот. Вполне симпатичный такой вокзальчик. Далее все сменилось весьма мрачными красками, ребята. Вот Одесский дворик, где я жил. И да, дожди начали поливать очень-очень сильно в те дни. И я хотел запечатлеть эти моменты как дождливые, так и солнечные, потому что Одесса хороша в любой ситуации. Как солнечная, так и вот такой вот слегка пасмурная, скажем так. Потемкинская лестница, ребята, куда без нее? Естественно, я должен вам ее показать. Ну, а также памятник Дюку, считается одним из отцов-основателей города Одесса. Ну и фуникулер. О, я придумал спецэффект, смотрите. Далее, ребята, я просто прогуливался по Приморскому бульвару и смотрел все, что там рядом есть. Приморский бульвар, друзья, а также памятник Пушкину. Оперный театр. Я думаю, это одно из самых красивых зданий в Одессе. Ну серьезно, смотрите, просто замираешь, когда смотришь на эту красоту. Быть в Одессе и не побывать на улице Дерибасовской, ну это то же самое, что не быть в Одессе. Поэтому туда нужно идти первым делом. Ну или практически первым делом, я считаю. Вот такой вот симпатичный памятник Леониду Утесову. Гостиница «Пассаж» – это непосредственно гостиница, а также торговые ряды. Я вам горячо рекомендую зайти внутрь и посмотреть в этот дворик. Это просто великолепно. Фоток здесь можно сделать немерено просто. Возвращаемся на Дерибасовскую, и что мы видим? Площадь Остапа Бендера и тот самый стул. Ну, а также добро пожаловать в Одесскую очередь. Это просто мега эпичная идея была сделать это на асфальте. Просто классно, ребят. Да, уже почти. А что дают, куда стоим?
Осенний Приморский бульвар. Что же может быть лучше, ребят? Особенно вечером, просто так приятно. Воронцовская колоннада. Отсюда открываются прекраснейшие виды на море. Вот сейчас вечер, поэтому ничего не видно. Ну и вечером здесь очень красиво и освещается. Надпись гласит «Живи так, чтобы было с чего поржать». Ну, в принципе, не поспоришь. А сейчас начнется мини-концерт. Честно говоря, то, что этот парень играл, звучало просто ужасно, но сама эстетика города – это круто. Самолетом. Девочка в глазами самого синего льда, тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет, лишь поверни, полетели, нужно писать. Чья тетрадь, кровью конфетра, полетели, ультране. Выхода нет. Где-то вы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в похмелье. Настал день, значит эстетика меняется. Все, вместо дождливого плаксивого настроения у нас солнышко. И это хорошо. Одесса – город контрастов. Дворик, конечно, эпичный. Далее я снял прогулку по городу. Ну, казалось бы, снял прогулку по городу. На самом деле я шел к дворику из фильма «Ликвидация». То есть именно тот самый дворик там имеется именно в Одессе. Вот, поэтому я прогуливался и параллельно снимал все, что вижу вокруг. И мне кажется, получился довольно интересный исторический документ, если можно так сказать. Весьма симпатично, не правда ли? Зачем я себя снял бегающим, да еще с этими наушниками, я понятия не имею. Ну, тогда, видимо, хотел. А вот этот двор, это было вообще какое-то очень интересное открытие.
Прям заходишь и попадаешь вот реально в что-то такое очень старое. И смотрите, бамс, машина какая, какая машина. Захотелось попить кофе. Ну, тогда захотелось. Да и сейчас хочется. Естественно, куда без котов. Потому что без котов невозможно было бы даже смонтировать этот ролик. Вообще никак. А тем более без одесских котов. Итак, друзья, мы постепенно подходим к этому известному дворику из фильма «Ликвидация». Местные жители не очень любят туристов, которые постоянно ходят, там что-то фотографируют, снимают. Поэтому лучше проходить постепенно, аккуратно, фотографировать быстренько и уходить. Ну, а раз уж мы там побывали, то желательно оставить хотя бы некоторую денежку. Там есть такой ящик, так сказать, на улучшение двора. Поэтому лучше оставить денежку. Ну, а также вот можно посмотреть слайды с фильма «Ликвидация», то есть те самые известные места. Конечно, я не мог пройти мимо и не заснять себя на фоне этой самой лестницы. То есть я походил, побродил, вон там что-то почесал репу, ну, пофоткался, все дела и пошел дальше. Миссия выполнена. Так, самый последний кадр перед выходом, и можно выходить из этого дворика. Естественно, я не мог не зайти на тот самый известный привоз. Ну, потому что он известен во всем мире, как говорится. Но, тем не менее, друзья, ладно, извините, конечно, меня, но мне показалось, что ничего прям особенно такого мега крутого там нет. Ну, рынок, обычный рынок, просто огромный рынок. Ну, я там покушал, ну, походил, ну и все. Дом профсоюзов – место печальных событий 2014 года. Прогуляемся по парку Тараса Шевченко и посмотрим красивые виды. Кстати говоря, очень оригинально придумали с лавочками. Я вот так смотрю. Прикольно, да? А мы вернулись на Дерибасовскую, потому что захотелось. И здесь я взял небольшую экскурсию по городу. Поэтому давайте посмотрим кусочки из этой экскурсии. В чем ее секрет? Внизу она в 2 раза шире, чем наверху. Низ 22,5 метра ширина, вверх 12,5. Снаружи архитектурный стиль венская барокко, внутри французская рококо. За один раз театр может разместить 1665 зрителей. Последняя реставрация затянулась на 10 лет, с 1997 по 2007 годы. Было потрачено 7,5 килограмм золота на украшение театра и почти что 200 миллионов гривен.
кто у нас выступал? Балерины Павлова, Уланова, Плесецкая. Оперные театры, оперные певцы, уже заговариваюсь. Хосе Каррерас, Пласто Доминго, Хворостовский, Монсеррат Кабалье, Пасков не в счет. Хоть и выступал, но не дорос до этого уровня. А также у нас выступал всемирно знаменитый Карузо. А мы с вами выехали на перекресток, откуда звучат слова одной глупостной песни, где 7 налетчиков у бабушки отобрали честь. Где? На Дерибасовской, угол Ришельевской. Ну а мы с вами вернулись на Дерибасовскую, в ее автомобильную часть. В советское время по ней ходило 2 троллейбуса, номер 1 и номер 2. Но потом решили сделать пешеходную зону, маршруты троллейбусов перенесли на другие улицы. Прошу прощения, что перебил вас гидом, а это памятник Екатерине II. Его уже снова снесли в 2022 году. Его постоянно то сносят, то ставят, так что не поймешь. Я решил посетить Одесскую киностудию, ну просто потому, что классные советские фильмы снимались там. Декорацию. Как вы думаете, почему мы будем это делать? Почему бы не попроситься в любой двор, который нам нравится, и там уже не снимать свое кино? Что нам может в этом помешать? Далее шли комнаты с бесконечными декорациями. В этом конкретном случае это про фильм «Д'Артаньян и 3 мушкетера». Не было собственных проектов, она занималась только тем, что обслуживала какие-то заходящие. И все, своих фильмов у нее тогда не было. И были даже разговоры о том, что пора бы ее превратить в подразделение Мосфильма, потому что не было необходимости кормить такую огромную киностудию, не приносящую пользы. Параллельно с этим на выпускном курсе в ГИКа учатся 2 друга, Феликс Миронер и Марлен Хуциев, которые пишут сценарий к фильму «Весна на Заречной улице». Ну и, естественно, как все молодые талантливые люди, они уверены, что вот только они выпустятся, и как начнут предлагать свой гениальный сценарий киностудиям, а киностудии ж будут даже вырывать друг у друга из рук этот сценарий, чтобы скорее его снимать, потому что он же прекрасен,
Но оказалось, что мало того, что молодым режиссерам не доверяют в мире кино, потому что опыта жизненного маловато, какой там фильм они могут снимать. Так тут еще ж и сценарий был никому не интересный. И вновь заявили, что могут снимать хорошее, качественное кино. Актеры стали уже узнаваемыми, их стали приглашать на другие известные проекты. «Звездный час» Рыбникова начинается после «Весны на Заречной улице». А киностудия переименовывается, и уже из обычной кинофабрики она превращается в киностудию художественных фильмов. Когда заходят люди, я их теряю, меня уже никто не слышит, поэтому я сначала вам быстренько расскажу об этом фильме. Ну, вообще, вот там на стенках у нас афиши к некоторым фильмам Одесской киностудии. За 100 лет истории было снято около 700 фильмов, до нашего времени дошло уже около 500. И вот один из самых популярных – это «Место встречи изменить нельзя». История его начинается с 1947 года, когда Москву взволновала новость о том, что кандидат медицинских наук. Да, это та самая комната из сериала «Место встречи изменить нельзя». И вот тот самый плащ Жеглова. Круто же, слушайте, так было здорово прикоснуться ко всей этой истории. Просто обалденно. Стол, все эти шляпки, телефон, записки, тут журналы, ну вообще класс. Ну, присядь на стул, Манька, со шляпкой. Тут четко будет видно. У него это происходит. Пришлось попотеть, но он еще и заявляет режиссеру, что ему не нужны горя золотым рукам работников, которые познавали дело. Самый дорогой экспонат в фильме – вот этот вот буфет из красного дерева. Видите, на нем еще Робин Гуд такой изображен. Ради этого кадра режиссеры опять смотрят и думают, что до сих пор перед ними вот те же самые фамилии. Так что главная интрига для вас совершенно не интрига. Кстати, а вот кино решили опять на советском языке искать кого-то другого. И тут уже сам По-моему, это та самая машина из «Места встречи изменить нельзя». Ну серьезно, смотрите. По-моему, это она. Я постепенно двигался к воде и к пляжу. Нет, ну а как же, видео на фоне родного Черного моря, как иначе?